Смотрите, вот так реально выглядит секретный подземный бункер, который находится между Северной и Южной Кореей, и он реально использовался во время войны между двумя странами. Это Лядов и как люди живут. Но теперь я побывал и в Южной, и в Северной Корее. 70 лет назад, когда-то единая страна разделилась, и Северная Корея вместе с Советским Союзом начала строить социализм, а Юг вместе с американцами и Западом в целом капитализм. Причем ни тех корейцев особо не спрашивали. Вот так сложилось исторически. Посмотрим, что получилось в итоге. Опан Gangnam Style. Gangnam Style. В этот раз я привез мега ништяки. Это корейский традиционный напиток соджу, веселые носки, их корейцы обожают, и мега шапку с символикой Олимпийских игр, которые недавно проходили в Южной Корее. Розыгрыш будет в моем инстаграме, подписывайтесь на него. Ну а прямо сейчас напишите в комментариях здесь, в ютубе, в какой Корее хотели бы жить вы. А в конце выпуска проверьте, не измените ли вы свой ответ. Ставьте лайк, подписывайтесь, и мы завели штуку для донатов, ссылка будет в описании. Тут в южнокорейском аэропорту есть очень прикольная штука. Это типа вещи, которые пытались принести на борт, и вот их отобрали и составили из них такой стенд. Не столько интересна, конечно, бомба, которую пытались встроить под яички. Сколько, смотрите, вот в углу тут, значит, северокорейская литература, фотографии, марки. У меня на самом деле с собой тоже есть северокорейские открытки и еще много чего. Я посмотрим вообще, скажется ли это на мне. У меня в багаже форма с флагом Северной Кореи и открытки с автоматами с призывом «Давайте защищать нашего лидера Кима». Не то чтобы я готовил переворот в Южной Корее, просто взял как сувениры в подарок. Но, во-первых, флаг Северной Кореи в Южной официально запрещен со времен войны, то есть 66 лет. И на границе постоянно вспыхивает какая-то хрень. Вот она, за этим мостом, моя любимая Северная Корея. Сейчас в Южной Корее сильно ограничила доступ людей к ДМЗ, к границе Северной Кореи, потому что здесь обнаружен некий вирус, и, соответственно, людям рассказывают, есть версия, что это идет с северной стороны. У южнокорейских пограничников есть кодовое слово, причем каждый день новое. И если тебя спросят его, а ты забыл? Тебя расстреляют как возможного северокорейского шпиона, и такие случаи реально были. Меня в приграничную зону привезла Юля, с которой мы познакомились через YouTube, и ее друг Хёнте, который совсем недавно закончил службу в южнокорейской армии. Когда он был в армии, например, у них есть такое даже вывеска целая с надписью «Ким Чен Ын, если увидишь, должен убить». В целом они очень внимательно относятся к тому, были ли вы до этого в Северной Корее. Поэтому я специально взял сюда другой паспорт. У меня два загранпаспорта. Я взял не тот, с которым ездил в Северную Корею. Виза в Южную Корею российским гражданам не нужна, и это первое отличие. В Северную я получал допуск около месяца. Вот как выглядел проход через границу Южной Кореи. Протягиваю паспорт. Так она его даже не полистала, она даже не посмотрела, какие там визы, шмизы у меня есть. Вообще по барабану. А вот как было в Северной Корее. Туда я приехал на поезде. Вот там Пхеньянский вокзал. Мы только вышли с поезда буквально, еще мы даже не вышли из вагона, нас уже в окне узнал наш гид. Это задано что? Антон. Соответственно, пока я дошел, стоял, ждал меня у окна. Дальше, когда я, соответственно, вышел из вагона, прям тут же метр не успел сделать без встречи с гидом. И, собственно, вот сейчас мы уже все вместе. Направляемся по программе, которая очень четко расписана. Не может быть даже и речи о том, чтобы мы так или иначе отклонялись от заранее продуманной программы. При этом зря вы думаете, что южные корейцы такие на пох пустили меня и типа делай, что хочешь. В Южной Корее, конечно же, можно ходить самому куда хочешь, сколько хочешь, в какое время хочешь. Но повсюду развешаны вот такие плакаты CCTV. Это означает, что, то есть камеры наблюдения за всеми, кто просто перемещается по улице, по метро, работают. Здесь написано, знаете, сколько? 24 часа в день. Такого количества камер слежения, как в Южной Корее, я не видел вообще нигде.
статичные, двигающиеся, следящие за пешеходами, за пассажирами, за выбрасывающими мусор, на входе в жилые дома и в мотеле, на автобусах снаружи, в автобусах внутри, двойные, тройные, четверные, на столбах, на козырьках. Есть камеры, установленные прямо на камерах. Благодаря этому в стране фактически нет преступности. Если в США за 2017 год зафиксировали 319 тысяч ограблений, то в Южной Корее меньше 1000. Люди спокойно оставляют машины незакрытыми. Ни в одном универе нет никакой охраны. Заходи спокойно, никто слова не скажет. И люди прекрасно знают, что за ними следят. Около каждой камеры табличка. Например, это только фоткает, а вот это еще и снимает и записывает все в радиусе 100 метров. Скрытая съемка в стране запрещена. Вот у военнослужащих, которых я встретил в метро, даже заклеен объектив на камере с надписью «Security», чтобы, не дай бог, не сфоткали лишнего и не слили на север. Южная Корея — редкая развитая страна, где поход в армию до сих пор обязателен. 2 года платят по $400 в месяц. Но в целом со скрытыми камерами сильнее всего в Южной Корее борются из-за другого. Абсолютно по всему городу и по всему южнокорейскому метро развешаны вот такие таблички. No spy camera. То есть, типа, нельзя фотографировать вслепую. Поэтому, кстати, на южнокорейских айфонах и самсунгах невозможно сделать снимок без звука вспышки. Даже если вы выключите звук, он все равно будет. Именно вспышка будет слышна. Это сделано на законодательном уровне. Это сделано в том числе, потому что очень много, значит, мужчин любили фотографировать под юбками южнокореянок, которые в основном очень любят носить короткие юбки, и особенно когда они едут вверх на эскалаторе. Так вот, это, в общем, явление было массовым. Наказание за это дикое. 5 лет лишения свободы. За 2017 год за это арестовали в 5 раз больше человек, чем за грабеж. Проблема достигла таких масштабов, что десятки тысяч женщин выходили на протесты. Это все комментировал президент страны. Камеры слежения находили в часах. Вот объектив в цифре 10. В вешалках, даже в бутылках Кока-Колы. В банках Принглс, в бутылках с жидкостью для очистки туалета, вот под этикеткой системы записи. Камеры находили в тюбиках зубной пасты, в блокнотах. Мэрия Сеула даже создала целый департамент инспекторы, которые проверяют торговые центры, потом отели, фитнес-залы на предмет скрытых камер. Все это сливалось и отправлялось в интернет. Сложно сказать, откуда здесь такая любовь к таким необычным видам эротики, но в случае, когда мужик сначала трется об ногу, а потом пристает к спящей девушке в метро, которая потом орет на него на весь вагон, здесь случаются часто. Конечно, в Северной Корее таких видео не наснимаешь, тебя просто не пустят. Но о сексуальной жизни северных корейцев я спросил профессора-востоковеда Андрея Ланькова, который жил и учился 10 месяцев в институте Ким Ир Сена в Пхеньяне и до сих пор имеет большие связи в Северной Корее. Проституция существует? Проституция существует в небольших количествах. Это проституция на вокзалах. Появились всякие местные тетушки, которые готовы сдать на 2 часа комнату с барышней и все такое. Это все есть, конечно. В отелях? В отелях практически нет. Мне сейчас доходят слухи, да, что в отелях что-то иногда очень редко происходит. Проституции для иностранцев практически нет. Есть, я говорю, своя массовая на вокзалах и так далее, скромненькая, но она есть. То есть, если человеку совсем не втерпешь, то можно. Любопытные зрители обязательно спросят, сколько стоит проститутки? Ой, я не знаю. Для вот эти вот вокзальные, так цифры называются какие-то очень низкие, там $10-20 за сеанс обслуживания. Если серьезно, с момента разделения Кореи на северную и южную, ключевые решения в обеих странах строились на желании выпендриться друг перед другом. Например, южные построили флагшток высотой 98 метров на границе. Северные в ответ захерачили такой же, но почти в 2 раза выше, 160 метров. Южане отправляли на север воздушные шары с пропагандистскими открытками и накладывали туда конфет, еды и даже порнушки. Мол, у вас ничего нет, попробуйте. Северяне построили пропагандистскую деревню, которую видно с южнокорейской стороны. Типа здесь живет 200 семей. Только вот на укрупнение разглядеть можно максимум 3 людей. А в окнах, похоже, даже стекол нет. По-настоящему Северная Корея обогнала Южную, когда открыла метро. КНДР в 73-м, а Южная Корея в 74-м. А вот как и то, и другое выглядит сегодня.
В Северной Корее самому молодому вагону 37 лет. Их производили в стране, которая уже даже не существует, в ГДР. В Южной Корее самые молодые вагоны каждый год, свое производство. В Северной Корее 2 ветки. В Южной, я даже считать не буду, просто скажу, что на метро здесь можно спокойно уехать в другой город в 100 километрах. Абсолютно от любой станции до любой станции можно доехать с 2 или даже 3 способами. Сейчас я нахожусь примерно в Подмосковье по нашим меркам. Вот. И вот смотрите, справа обычные поезда, которые идут со всеми остановками, они будут идти 1:20 до центра Сеула. А слева находится экспресс, рапид, то есть супербыстрый поезд. Он доедет до центра за 40 минут. Билет стоит на наши деньги 68 рублей. То есть фактически $1. В Северной 5 вон для местных людей, это фактически даром. То есть, учитывая, что 8000 вон это $1, а стоит проезд 5 вон. Количество станций в Северной 12, в Южной 316. Это больше даже, чем в самом старом метро в мире, в лондонском, с 19 века. Там успели построить всего 270 станций. Некоторые станции в Южной Корее выглядят как полноценные вокзалы. Вот, например, станция Йонсан. Тут 6 платформ, то есть 12 поездов едут куда-то одновременно. Переходы между станциями — это полноценные торговые центры. Магазинчики здесь не просто в переходах, а смотрите, прямо на перроне. Пока ждешь, можно закупиться, причем не только газетами, но и яйцами, сосисками, тут свой холодильник. Местный деликатес — жареные личинки шелкопряда. Наложат вам стакан за $2 перед выходом из каждого метро. Северокорейские гиды рассказывают, что их метро самое глубокое. Южнокорейское метро самое неглубокое в мире, поэтому тут почти везде есть связь. Плюс 3 роутера в каждом вагоне раздают Wi-Fi. К нему можно подключиться, только имея местную симку. В Северной Корее, напомню, интернета нет, а чтобы позвонить за границу, нужно заполнять документы. Твой звонок будут отслеживать. Здесь можно звонить, соответственно, за границу. Специальная кабинка. Телефон на подстельке с бахромой, с розочками. Очень красивый. 1 минута, 1 евро. Для русских, для американцев 5 евро за минуту. Еще одна система в Южной Корее, от которой сносит башню. В каждом корейском вагоне есть минимум 2 места для передних. Причем в некоторых местах, даже как здесь, лежит мягкая грудь. У них есть еще один супердевайс. Корейские беременные часто стесняются толкать кого-то ногой в коленку, типа «Алло, чё уселся?». Так вот, каждая корейская беременная может получить специальный брелок, в котором встроен чип. Когда она подходит к месту, которое кто-то занял, рядом с ним срабатывает специальный аппарат. Он распознает волны чипа и издает негромкий звук. Сидящий тут же встает. Корейцы в этом смысле вообще мега дисциплинированные. Охренеть, посмотрите, как корейцы выстраиваются в ожидании метро. Аккуратненько, к каждой двери аккуратными шеренгами. 2, 3, 4, 5, 6. И сами никто их об этом не просит. Здесь даже нет никаких правил. Здесь повсюду. И так во всем. Вот, например, обычная реакция корейцев на аварию в туннеле. В глубине кто-то столкнулся и никак не проехать. 2 минуты, и все как один синхронно разъезжаются и пропускают внутрь эвакуаторы, чтобы те растащили тачки. Вот я сейчас начинаю идти по пешеходному переходу, и девайс над светофором говорит, типа, нет, типа, нельзя идти, потому что красный горит. И это еще фигня. Тут многие светофоры вообще вмонтированы в асфальт. Чтобы увидеть, красный горит или зеленый, не надо даже глаз от телефона отрывать. Так заботятся о телефонных зомби, людях, которые не отрываются от экрана даже когда переходят дорогу и регулярно впердоливаются в столбы. Если отключаешься полностью и все-таки идешь поверх красных светофоров, из столбов извергается пар. Не хватает сидячих мест в метро или автобусе, а спать хочется, пожалуйста, подушка вмонтирована в окно. Уперся и спи. А приложение в телефоне еще и разбудит тебя на нужной станции. Люди продуманные просто как нигде. Смотрите на их бомжей. Аккуратненькое покрывало постеленное на подстилочку, не пропускающее холод. И шмоточки аккуратно сложены в ногах. Смотрите, бережные корейцы, когда идет ремонт дороги, укладывают такой войлочный коврик на пол, вот он, чтобы пыль с земли не поднималась и не разносилась по всему кварталу. Ну какие молодцы, а! Технологии на каждом шагу. Туалеты с кучей кнопок, причем такие установлены абсолютно везде, и в бедных, и в богатых домах, и в торговых центрах, и даже в метро. Вот квартира моей переводчицы Сони. Массаж и... Массаж? Да. Чем, водой? Водой массаж. Ага. Что у кого проблема, допустим,
ну, с задним, то или кто плохо ходит в туалет, ну, чтобы было, ну, помогло, вот массаж тоже выбираем. Ну, конечно, я как бы не делаю, но... Игровые клубы с дополненной реальностью чуть ли не на каждой станции метро. Это вот такие кабинки, и типа сюда заходишь, у тебя здесь, смотрите, очки висят, и ты подключаешься к телеку, час стоит примерно 250 рублей на наши деньги. То есть они смешивают водку с пивом. Да. По-нашему это ёж, блядь. Я думал, что никто 100 лет уже одни... Ну, это был напиток гопников в России, блядь, ёж, серьезно. Тут, понимаешь, 100% гопники все. Традиционный алкоголь в Корее называется соджу. Крепость не такая сильная, 20% примерно, половина водки. Но они считают, что это водка, да? Да, это их не водка. Сначала соджу и полстакана пива. Ёж. Блять, ёж, обычный ёж, сука. Ебать. Чуть сильно залетело или? Ну просто ёж, водка с пивом, только 20-градусная. Бутылку такой я как раз разыграю в самом конце. В супермаркете она у них стоит около $2. Вообще, южнокорейские магазины — это просто другой мир. Стойка, где продают фрукты, бананы. Блять, ну казалось бы, да, бананы и бананы во всем мире одинаковые. Но смотрите, как они их продают. Коробка называется типа банан каждый день. Это коробка бананов разной степени зрелости. Вот слева это типа самый зрелый, его можно сожрать сегодня, а дальше они все чуть более зеленые постепенно. То есть получается у тебя каждый день банан дозревает дома, и ты жрешь, значит, идеальной просто зрелости банан, не переспелый, не недозрелый. Если сравнивать магазин с северокорейским, тем, в который привозят иностранцев, то визуально различий мало. В Северной Корее при входе в супермаркет даже караоке есть. Смотрите, бегут буквы, останавливайся и пой. Ну, конечно, патриотичные песни. В Южной Корее до такого не додумались, но тут другие технологии. Смотрите, кажется, обычный пледик такой, да? Типа, ну, флисовый такой, стандартный. А ни хрена. Вот смотрите, у него такая штука, разъем, в который подключается пульт. Вот такой вот пульт подключается. И, соответственно, подогреваешь себя, сколько надо тебе, ночью спишь, чтобы лишний раз к другим людям не прижиматься. Пожалуйста, корейцы обожают. Смотрите, огромный выбор вот этих одеял, огромный выбор этих пультов. Причем одна кореянка рассказала мне, что она однажды подарила такое одеяло русскому. Так кто-то, конечно, чувак удивился и не стал им пользоваться, потому что был уверен, что он, блядь, сгорит. Ну, я бы так отреагировал. Банка иностранного пива в Южной Корее стоит $2, в Северной — 1. Бутылка колы на юге стоит $2, на севере американская кола в магазинах не продается, местная стоит $0,15. Пачка молока в Южной Корее стоит $1,5, в Северной — 3, потому что там почти нет коров, которых разводят специально на молоко. В своем первом выпуске из Северной Кореи я показывал интервью местных, которые рассказывали мне, что много товаров там получают бесплатно по карточкам. Так вот, оказывается, это касается только избранных северокорейцев. По талонам давным-давно никому ничего не выдают. У государства нет ни денег, ни желания, в последнее время не только ресурсов, но и желания эту систему в полном мере поддерживать. Это привилегия, она для, сказать, работников стратегических отраслей, с одной стороны, или для тех групп населения, среди которых, ну, скажем, крайне нежелательно возникновение бунтажных настроений. Ну, понятно, что если вдруг будет какой-то бунт в каком-нибудь богом забытом, там, я не знаю, городке, там, Аочи, то его подавить можно, никто и не узнает несколько еще лет. А если в Пхеньяне какая-то буза начнется, это для власти нежелательно, поэтому Пхеньян, в общем, кормит. Цены, от которых в Южной Корее лезут глаза на лоб – мясо. Качественное мясо стоит $50 с лишним, и это за полкило. Получается, килограмм больше $100, 6500 рублей на наши деньги. Дело в том, что Южная Корея сама по себе очень маленькая, и земля для разведения коров стоит очень дорого. Поэтому в Корее официально самое дорогое говяжье мясо в мире, и не только оно. Бензин в Южной Корее стоит каких-то невероятных денег. Вот смотрите, я сейчас нахожусь на заправке. Значит, цена 250 вон за 1 литр. Это получается 122 рубля стоит литр бенза. Ну, это какой-то пиздец просто. Проезд на автобусе 65 рублей, у нас 38. Биг Мак стоит $4,5, то есть 288 рублей. У нас 135. Здесь средняя булка гораздо более толстая, чем у нас. И он кажется гораздо более таким, ну, здесь больше хлеба, кажется таким более сытным. А в остальном
Один в один все. Все, что я купил, это кола, Биг Мак, картошка и, значит, кукурузный суп. Он идет здесь абсолютно почему-то ко всем обедам, его предлагают южнокорейцы. Все это стоит 400 рублей на наши деньги. Не дешевый у них Макдональдс-то. Дорого здесь абсолютно все. Например, угадайте, сколько стоит квартира родителей моей переводчицы, вот где, помните, был туалет с массажем для проблем там с задним. Квартира большая, но находится формально в другом городе. На метро ехать час от центра Сеула. 13 миллионов, 23 миллиона, 33 миллиона или 43 миллиона рублей. Пока думаете, зацените, тут даже кнопка вызова лифта находится в квартире, типа, чтобы не ждать. Пока будешь, со шнурки завяжешь, там лифт приедет. Так сколько квартира стоит в рублях? 43 миллиона. Да, в этом районе. Ого, а за сколько кореец может столько денег заработать? Если человек в крупной компании работает, то значит где-то 3 или 4 тысячи. Точно получают, да? Да, точно получают. Ипотеку берут корейцы? Ипотека, знаете, что такое, да? Да, кредит. Ипотека, да, кредит. Какой, берем. Какой процент? Процент разные, но от 3%. От 3? Да. Ну, как прекрасно. У нас, знаете, от скольки? От 11. В 11? России. Да? Ага. И это сейчас. А там 5 лет назад еще вообще по 20% было, да. Высокие цены в Южной Корее – признак высокого уровня жизни. По данным британской компании Economist Group, Корея находится на 19-м месте по уровню жизни, наравне с Израилем, Японией, Австрией. При этом Южная Корея 16-я в списке самых дорогих стран. Снимать квартиру в столице стоит минимум $500. Кажется, немного, 30 тысяч рублей. Но ты обязан оставить огромный депозит. У нас такого в России нет. Ну, то есть у нас... Депозита. Депозит. У нас в России есть депозит, но он равен сумме 1 месяца. То есть, если ты снимаешь квартиру за 50 тысяч рублей у нас в России, то и депозит ты ставишь. А у вас безумно большой депозит, да? То есть, например, если ты снимаешь квартиру за $500, депозит может быть типа $2000, правильно я понимаю? Нет, 20 тысяч долларов. 20 тысяч? Да. 20, а иногда и 30 тысяч долларов. Здесь ты должен доказать, что ты платежеспособен и положить 2 ляма рублей, ну, на наши деньги, хозяину, на время, пока живет. Цены на жилье такие адовые, что люди десятилетиями живут с родителями. Девочку с прекрасным корейским акцентом зовут Хион. Мы познакомились через YouTube. У нее очень интересный канал, где она рассказывает о южнокорейских фишках. Подпишитесь на него, ссылка в описании. Так вот, она давно закончила универ, работает, ей 28, и она живет с родителями. Во сколько у вас лет считается нормальным жить с родителями? Где-то до 30 лет. Слушай, а скажи мне, вот до 30 лет живут с родителями, а как отношения-то иметь? Ну, ты вот там, я не знаю, ну не с родителями, с девушками. Ты мужчина, да, тебе там 28 лет, например, как мне. Ты, значит, встречаешься с девушкой, и ты хочешь заниматься с ней любовью, сексом. Да. Ну вот, и как это? Ты же ее домой ведешь? К родителям? Не, обычно в Корее не принято представить родителям свою девушку, либо молодого человека. Обычно корейцы скрывают факт, что они встречаются с кем-нибудь, родителям. Почему? Потому что так удобно. У нас нет условия, чтобы выйти замуж, либо жениться, но все равно родители спрашивают, если я скажу, что у меня есть молодой человек. Они будут спрашивать, типа, ну, конечно, где вы будете жить, да, туда-сюда. В Северной Корее парни и девушки тоже очень зависимы от родителей в плане, с кем встречаться. Такого вообще нет понятия встречаться здесь, понимаете? Здесь, в общем, можно выбрать самому невесту, но только после школы, после 21 года или после университета. Вот. Но на самом деле только треть людей выбирает невесту себе сами, а все остальные выбирают невесту, соответственно, по рекомендации родителей. То есть человека реально могут женить на том, кого он вообще реально не знает. Просто потому, что, например, у человека хорошее положение. В Южной Корее все не так жестко. Так вот, а где они, получается? Просто где они гуляют? Встречаются, где сексом занимаются? Поэтому у нас там есть еще мотель, которые можно арендовать место 2 часа, 3 часа, 4 часа и так далее. Либо можно ночевать 24 часа. Сколько это стоит? Зависит от тоже районов, но обычно арендовать 2 либо 4 часа стоит где-то $40. Если пара идет в кино, за билеты платит парень, а за попкорн и так далее кофе там платит девушка. Не проканает такое, чтобы типа включил мачо, ты такой крутой. Если плавнее вот сказать, они как бы вот от вот этого вот отойдут, да? То есть я сейчас собираюсь задать вопрос, и поэтому они подготавливают, да, себя?
Нежели как-то вот острить, они будут думать, а что он сказал, что это такое. Козырь — это позвать девушку в милое место. Говорят, что енот очень понравился. Смотри. Есть южнокорейские кафе, где ты можешь прийти и, значит, пить кофе с собаками, вот, арендовать себе енота. Господи, ничего себе, они прям с ума сойти. Чё ты так ненавистный? Чё я так пахну? Что с тобой, алло? Чувак, я ел собаку. Енот, смотри, вообще самый хитрый, он лазит по карманам. Я держу специально в руке, значит, кошель, потому что мне сказали, что он вытаскивает абсолютно все, что есть в карманах, паспорт, бабки, значит, и жрет их. Кстати, если вы позовете девушку поесть собаку, это фиаско. Молодежь в Южной Корее не ест собак и в целом не понимает, как это вообще возможно. Зато они вполне жрут живых осьминогов. Он убегает от меня, посмотри, я поднимаю его, а он бежит. Нет, я тебя возьму. Смотри, он борется за свою жизнь. Блин, это осьминог. Это я буду есть сейчас осьминога прям так. Морские ежи, живые кальмары. Вот эта штука называется морской огурец, хотя похожа она на небритый. Можно я не буду произносить это? На первом этаже набираешь гадов и несешь их в ресторан на втором. Это просто жесть. Смотрите, принесли порезанного, приготовленного осьминога, а он продолжает двигаться. Это вообще просто какой-то unreal. Слово «фу» вы произнесете вот прямо сейчас. На самом деле он не приготовлен, они его тупо порезали. Это жесть, на самом деле, это жесть, я никогда ничего подобного не ел. Я реально боюсь осьминогов. Надо его съесть. Да, он прилипает к деснам и все, продолжает. Но при этом вкусно. Ну, надо долго жевать. И еще там, как это, прилипает. Кушает, они кусают мою. И подождите, это еще не самая жесть. Пробуем тот самый морской огурец. Знаете, вот когда, например, упадешь с велосипеда, и на ноге такая болячка, знаете, и она зарастает постепенно, а потом ты так кожицу сверху сдираешь и жуешь. Вот это то же самое, только гораздо толще. Я не согласна. Не согласна? Нет? Нет. А ты пробовала когда-нибудь кожуру с ноги? Нет, конечно. Нет? А я пробовал. Все остальное тупо слизь. Слизняк в виде крокодила, какая-то хрень, которая, мне кажется, должна называться морской баклажан, внутри тоже слизь. Вот какая-то шняга в панцире, а внутри еще один вид слизи. Это когда вот у вас слизь, которая вот из насморка, и ты еще так, рот опустил в море с соленой водой, у тебя слизь с морской водой во рту перемешалась. Примерно такое ощущение. И стоит это недешево, $50-60 на двоих. И, кстати, расплачиваться можно только налом. Вы удивитесь, но да, в супертехнологичной стране, где некоторые унитазы умеют больше, чем ты, картой можно расплачиваться далеко не везде. В Северной Корее... Так как карты в стране не принимают в принципе вообще нигде, абсолютно, это, короче, даже предлагать не стоит. А, соответственно, корейские воны никому не доверяют, соответственно, расплачиваться приходится на смеси евро, долларов, и даже юаней китайских. Вас просят, например, $6, у вас, например, $4, 1 евро, и дать еще там где-то 8 юаней, типа такого. На самом деле сходств в людях Южной и Северной Кореи немало. Например, северяне очень странно отдыхают, садятся на корты посреди дороги, ну просто передохнуть, позвонить. Так вот в Южной то же самое. Вот трое сели на тротуаре и чилят. У северных корейцев жесткая иерархия, что тупо дождевую воду с крыши нельзя согнать самому. Вот стоит старший и пальцем показывает, в какую сторону водить шваброй. Так в Южной Корее то же самое. Вот чуваки кладут плитку, а старший пальцем показывает, что, как, какие пакеты, куда класть. В
Северной Корее странные приметы. Например, когда девушку кладут в роддом, ей с собой кладут вещи мужа. В Южной Корее тоже другая странность. Боятся цифру 4. В корейском языке иероглиф, символизирующий цифру 4, выглядит ровно так же, как слово «смерть». Поэтому во всех лифтах цифры 4 не существует. Они заменяют ее буквой F, типа по-английски «for». Когда речь про технологии, тут разницы побольше. В Северной Корее разметку рисуют кисточками, причем чуть ли не школьными. В Южной автоматическая машина разлиновывает. Рекламы в Северной Корее почти нет. Один единственный выцветший плакат я нашел, предлагает микроавтобусы. В Южной Корее тысячи экранов. Причем иногда реклама идет по 2 плазмам одновременно, которые стоят рядом друг с другом, показывает одно и то же. В Северной Корее бабушки торгуют на перевернутых коробках во дворах, в Южной специальные торговые точки, которые еще и передвижные, на них можно гонять с одной точки на другую. В далеких деревнях в Северной Корее живут в настоящих лачугах. За мной находится человек, который тяпкой обрабатывает, реальной тяпкой, просто настоящей тяпкой, обрабатывает, соответственно, землю. А еще за ним дальше находится женщина, которая руками просто рвет траву. И я нахожусь в 25 километрах. Соответственно, Пхеньяна. Тут в Южной Корее руками траву никто не колет, и даже быка я ни одного не видел, чтобы пасли на быке. Вот нормальная практика. У обычных жителей есть нанятые рабочие, которые умеют управлять, значит, трактором. Но вот для сравнения вам как выглядит, значит, сельская местность Южной Кореи. Во-первых, как бы дорога охренительного качества. Дальше, значит, тут тротуар отгорожен. Вот, вымощены просто плиткой, смотрите, получше, чем у некоторых городах будет, да? И, значит, дом. Вот просто первый попавшийся дом, у которого мы остановились, серьезно. Это примерно двухэтажный кирпичный дом. Тут стоят, значит, автомобили. BMW, Hyundai. Интересное сходство. И северокорейские, и южнокорейские мужчины заморочены на моде. На севере, например, носят костюмы с короткими рукавами, на юге придумали мега-лайфхак, чтобы казаться выше. Это такие каблучки, именно мужские, которые вставляются которые кладутся в обувь, соответственно, и человек кажется выше примерно сантиметра на 2. Ну, то есть известно, что южнокорейские мужчины в целом не очень высокие и очень комплексуют по этому поводу. Пластер, который скрывает соски. Соски? Как это? Соски, да, соски. Скрывает соски. Когда мужчина одевает белую футболку, да, либо рубашку, тогда иногда соски чуть-чуть видно. Специальные прокладки в подмышке, чтобы впитывали пот. Дополнительный ремень под брюки, чтобы рубашка не выправлялась. Мужские бритвы для ног. Тут такая тетка нарисована, типа, фу, у тебя, значит, мерзкие ноги, она даже у нее слеза потекла, аж смотрите. А тут побрила, смотрите, все, погнали, красавчик. Причем бреют не только ноги. У корейцев нет волосов в сердце. Почти. На груди. Ну, то есть вот здесь, да, ты имеешь в виду? Мы говорим, у мужчин нету, да, груди нету. На груди нет волос у корейских? Ну, почти нет. Ого, не, у России очень много. Да. Ну, если рубашка вот так одела, и у мужчин там в рубашке чуть-чуть видно волос, это красиво считается, это нормально считается? В России, да. Нормально, вполне. Некоторые мужчины даже специально пошире расстегиваются, чтобы, знаешь, чтобы было видно. Корейские секс-символы выглядят вот так. Не подумайте, я никого не осуждаю, просто сам факт, насколько у нас разные певцы. Серьги, румяна, яркий макияж — это реально топ среди корейских мужчин. Многие делают пластику, и уровень магии в южнокорейской пластике — это просто Волан-де-Морт. Причем и с мальчиками, и с девочками. Заметьте, чаще всего в клиниках хирургии делают второе веко, потому что у обычного корейского глаза вот оно сверху, его нет. Ну а вот здесь находится самый интересный кабинет, и здесь делают сиськи. Да, именно сиськи. Вот так, значит, сначала приходит женщина, встает вот перед зеркалом, здесь вот, значит, они фотографируют со всех сторон все это дело. Дальше происходит выбор имплантов. Очень прикольно, что раньше по закону в Южной Корее было запрещено вставлять силикон. И вставляли, знаете что, вот такие штуки, их сначала вот, значит, вот сжимали, вставляли в сиську, причем даже через пупок вставляли, и потом наполняли соленой водой. Но это был, конечно, полный пиздец. Вот, и сейчас в итоге, значит, вставляют уже нормальный силикон, если так можно выразиться. Вот это считается дешевый имплант.
потому что он, видите, каплевидный такой, ну вот в форме как бы сиськи. Почему дешевый? Потому что импланты периодически крутятся, и, то есть сиська у вас просто переворачивается, девушки. Также есть еще вид вот такой, каплевидный. Блин, такое ощущение, что, ну, честно говоря, на сиську вообще не похоже. Ощущение, знаете, как вот, помните, раньше были такие пакеты с молоком. Вот такие, ты его мнешь, и у тебя в руке пакет с молоком, ровно такое. А вот это, конечно, супер качественная вещь. Это самый дорогой имплант. Операции с ним начинаются от 120 тысяч долларов, начинаются. То есть в целом минимум вставить вот самые качественные сиськи стоит лям рублей в Южной Корее. Вот. Ну, прям прикольно. Ну, такие, я не знаю, я, честно говоря, не трогал в, скажем так, установленном виде. Но здесь на ощупь прям приятненько. Примерно так, мне кажется, на ощупь должен выглядеть лям в сиськах. Сейчас не реклама, а просто совет. Чтобы не заниматься херней с пластикой, надо просто вовремя делать массаж лица. Лет с 25 точно. Причем профессионально. В Москве есть студия, называется FaceFit. Они на Белорусской, в Эфемиоле, где-то еще есть. Это никакая не реклама, я реально абсолютно серьезно об этом говорю. Я как бы реально против пластики, как минимум там до какого-то времени. То есть если ты начнешь делать массаж лица там себе в 20 лет, то в 60 лет ты будешь выглядеть не как Жириновский, например, какой-нибудь, а как, знаете, подтянутый какой-нибудь Жан-Клод Ван Дам. В Корее так считается, внешность это тоже как фактор, который могут тебе дать преимущество. На работе в том числе? Ну, на работе и в общем. Да, вы не ослышались. Хорошая внешность в Корее может дать преимущество при устройстве на работу. Уровень безработицы среди молодежи сейчас самый большой за последние 20 лет. 23%. То есть без работы каждый пятый молодой кореец. Как так получилось? Дело в том, что с самого детства корейцев приучают к жесточайшей конкуренции. Ну, например, пятерки в школе ставят не тем, кто выполнил все задания на контрольной, а тем, кто выполнил их лучше всех. 30% обязательно должны получить тройки и двойки, можно так сказать. То есть, получается, система оценки зависит от других. Да, других учеников. Корейский ЕГЭ, у них он называется Сунын, составляется таким образом, что на 100 баллов написать его практически невозможно. Сам экзамен при этом длится 8 часов. День сдачи корейского ЕГЭ называют самым важным в карьере любого корейца. Жизнь в стране реально замирает. Рабочий день абсолютно всех офисов во всех городах начинается на час позже, чтобы не было пробок, когда школьники едут утром на экзамен. На каждой станции метро дежурят полицейские на мотоциклах, чтобы подвезти школьников, если вдруг кто опаздывает. Самолеты перестают летать во время экзамена. В момент проведения аудирования реально задерживают взлет лайнеров, чтобы ни одна турбина не заглушила задание, которое слушают школьники. Вместо нашего «ни пуха, ни пера» корейским школьникам говорят «хорошо, разматывайте». В корейском языке решить задачу равно разматывать, поэтому школьникам присылают эмоджи с туалетной бумагой. Вообще туалетная тема у них очень открытая. Самый популярный эмоджи в корейских приложениях, кстати, они WhatsApp и телегой не пользуются, у них свой мессенджер, называется Какаоток. Так вот, самая популярная эмоджи у них «я покакала». Вот смотри, в унитазе сидит. Я сначала подумал, может, это какая-то метафора, типа я закончил свои дела и свободен, готов ко встрече. А нет, это просто прямое значение, да, я покакала. Ага, им даже вопрос мой кажется странным. Ну так возвращаемся к экзамену. Готовятся к нему школьники реально всю жизнь, а последний год это вообще жесть. С 8 утра до 5 вечера они сидят на уроках, потом час обедают, и с 6 до 11 вечера учатся сами, причем уже даже не в школе, а в специальной съемной комнатке. Арендуешь место, где стол есть и лампочка, и потом ничего нет. Конкурс 120 человек на место в 3 топовых университета Южной Кореи — это считается еще мало. Короче, все настолько умные, что за 20 лет количество людей с высшим профессиональным образованием в стране выросло в 4 раза. В итоге 80% выпускников искали работу, но только для 30% рабочих мест нужно было высшее образование. На работу стали брать не просто хороших специалистов, а лучших. Парни, у которых я остановился, учатся на прогеров и хорошо разбираются в теме. Samsung сложно попасть. Да, Samsung, во-первых, очень сложно. Там около 4 этапов есть. По статистике где-то 10% проходит, то все гении. Парень, который работал тоже вот в этом Samsung, 3 года он работал Android-девелопером. И мы как-то спросили, а почему вы ушли? Он говорит, это самые сложные мои 3 года были. То есть я не хочу туда возвращаться. Примерно 13 часов рабочий день длится. А на семью, у него еще семья была, ребенок был маленький. На семью у него только времени есть по воскресеньям. Он говорит, в субботу, то есть у нас как бы официально выходной,
но из-за того, что у меня много работы, я выхожу на работу, чтобы работать. Но если вы все-таки попадете в крупную компанию, то $3000 будете получать минимум. Средняя зарплата здесь после вычета налогов $3800. На наши деньги примерно 240 тысяч рублей. А если вы закончите магистратуру, докторскую и еще продвинетесь по карьерной лестнице... Мой знакомый из Samsung сам говорил, он где-то 7 тысяч зарабатывает. 7 тысяч. Сколько ему лет? Я не знаю. Ну, примерно. Я бы сказал 28-29. Ого. Безумное напряжение, в котором постоянно живут люди, начиная со школы, выдерживают не все. Южная Корея находится на первом месте по количеству суицидов. Чаще всего либо едят брикеты для разогрева еды, либо сбрасываются. Типичная ситуация. Вон вдалеке человек вот-вот спрыгнет. Сверху тоже лезет спасатель, а человек от него. В последний момент он успевает, хватает за руки и обнимает как ребенка. Но так бывает не всегда. В Сеуле работает целое подразделение спасателей, вылавливающее суицидников. Вот эти чуваки в масках, они обычно не ловят, а прыгают в воду после того, как человек нырнет. Видимость в реке Хан плохая, но наша команда ищет тело до тех пор, пока не найдет, чтобы вернуть его в семью. Тех, кого можно спасти, привозят в больницы. Кстати, корейские больницы — это просто снос башки. Тут вроде как палаты, приемный покой, вот сюда люди приходят, вот талончики берут. А выглядит это все как такой огромный торговый центр. Здесь, значит, своя стойка ресепшн. Здесь, значит, Starbucks. На подвальном этаже вообще ресторанчики. Вообще это... А знаете, сколько получают врачи? В год это может быть плюс-минус $100 тысяч. Минимум. То есть минимум 530 тысяч рублей в месяц. Каждый кореец при этом должен платить по $100 в месяц за государственную страховку. И 100 за коммерческую, потому что первая покрывает только половину проблем. И корейцы реально не жалеют бабла в этом смысле, потому что знают, что от их здоровья зависит, сколько они смогут проработать и заработать. Поэтому херачат на износ. Вот, допустим, мой начальник, да, я спокойно могу пойти, поговорить с ним и сказать, какие у меня проблемы. А вот корейец, он не пойдет к нему, он будет терпеть и глотать эти проблемы в себя. Ему с этим жить, да. Да, он недоволен, он лучше будет сидеть там плакать у себя, да, но он не будет ничего говорить. Это уже культура. И это действительно культура. Корейцы, как и наши бабушки с дедушками, воспитывались в ежовых рукавицах и хорошо знают, какой ценой им дался высочайший уровень жизни и небоскребы на каждом шагу. На момент разделения стран Южная Корея была беднейшим государством. За чашку риса надо было пахать месяц. В столице не было ни электричества, ни водопровода, а правитель Ли Сын Ман, поставленный американцами, оказался диктатором похлеще Ким Ир Сена. Он убивал конкурентов, фальсифицировал выборы, вбросов накидали больше, чем на 100%, примерно на 146. Вы не поверите, но народ с юга бежал в Северную Корею, потому что там был расцвет. Ким Ир Сен собирал деньги от Советского Союза и от Китая, и все было зашибись. Вскоре к власти в Южной Корее приходит правитель, которого называют корейским Сталиным, Пак Чон Хи. Он, с одной стороны, творит дичь, запрещает критику, сажает 20 тысяч человек в тюрьмы по политическим статьям. Его конкурента однажды завернули в ковер и почти утопили. Но с другой стороны, он дает толчок экономике. Строит заводы и превращают Южную Корею в монстр промышленности. Вся Корея строчит как проклятая. Курки, пуховики. Люди все еще живут плохо, но уже не как в первобытном обществе. Настоящий скачок экономики происходит с постепенным приходом настоящей демократии. Правительство вкладывает инвестиции в бизнес, в 30 крупнейших компаний по сферам. Samsung электроника, Hyundai строительство, Deo производство автомобилей, LG, тогда Gold Star бытовая техника. Рост экономики достигает 30% в год. Это называют экономическим южнокорейским чудом. Корейского Сталина Пака Чон Хи в итоге убили, когда он пошел на 3-й и 4-й срок. Он сошел с ума окончательно. Надзиратели линейкой отмеряли длину юбок и волос у девочек на улицах. Но с рельс демократии страна с тех пор уже не сворачивала. Смотрите, вот здесь сейчас идет голосование за президента факультета. Смотрите, сидит целая комиссия, наблюдатели. Значит, подходят люди, оставляют свои айдишники. Вот, дальше они идут реально, смотрите, в кабинку для тайного голосования закрытую. И вот, пожалуйста, в урну все скидывается. Чтобы везде так выборы организованы были, а? Ну, это приучение к демократии, получается, да, к такой? Да. Студенты имеют очень большое влияние в университете. Они могут организовать демонстрацию, протест по любому вопросу.
не знаю, и их за это не наказывают? Наоборот, поощряют. Например, закрыть факультет невозможно без разрешения студентов. Если университет уволил преподавателя, а студентам он нравится, они тоже имеют выходят право. на протест? Да. И их не наказывают за это? Наоборот, это их право. Как круто, а? Для нас это дико, правда. Ну, студенты платят большие деньги за свое образование. Они являются, можно сказать, клиентами, поэтому их мнение уважают. И протестуют южнокорейцы против чего угодно. Вот люди с плакатами против того, чтобы жрать собак. Вот рабочие, и их тут десятки тысяч, требуют поднять зарплаты. Вот таксисты вышли против приложения типа Uber. Массовые протесты в 2016 и 2017 году против президента Южной Кореи Пак Кин Хе привели к ее отставке. Скажите, а что будет, если в Северной Корее выйти на улицу и сказать: «Мне не нравится политика Ким Чен Ына»? Это все, это самоубийство. Это самоубийство. Без упоминания Ким Чен Ына, если вы выступите прямо против какой-то политики, это риск большой. А прямое выступление против и Ким Чен Ына, и любого члена правящегося клана Кимов — это самоубийство, конечно. Ким Чен Ын толковый, прагматичный, очень жестокий человек. Он может поужинать с человеком, пожелать ему спокойной ночи, набрать телефон начальника своей охраны и приказать застрелить этого человека у выхода из здания. Мы в самом центре Сеула, и я решил сделать пранк. Я хочу встать посреди города, в Олимпийке Северной Кореи. Тут даже флаг Северной Кореи есть, вот он. И просто посмотреть, как будут реагировать люди. В следующем выпуске я встречусь с медсестрой самых близких людей к Ким Чен Ыну. Все лекарства, которые присылает ООН, Организация Объединенных Наций, идут не простым людям, они их никогда не видели, а генералам, которые охраняют Ким Чен Ына. Моя ровесница расскажет, как бежала из Северной Кореи прямо под пулями. Мы шли через реку и договорились, что если будет падать свет, то надо в воду прятаться. А также покажу, как отреагирует полиция на северокорейский флаг на мне в центре Южной Кореи. О, полиция едет, смотрите, полиция едет. Прям даже сирена включила. Люди, прежде чем расскажу, как выиграть вот эти вот ништяки, я немного подытожу. В самом начале выпуска я спросил вас, в какой Корее бы хотели жить вы? Конечно, в Северной Корее я бы не хотел жить никогда, но хотел бы ли я жить в Южной? Честно скажу, до того, как я там побывал, я был уверен, что да. А сейчас я задумался. Я бы, наверное, хотел там жить, при условии, если добавить туда небольшую щепотку, просто толику того, что есть в Северной Корее. Не надо сейчас думать, пожалуйста, что меня нашли там корейские НКВДшники и заставили меня это сказать. Нет, просто мир не черно-белый, это не категорично, понимаете, нет чего-то охренительно крутого и нет чего-то охренительно плохого. Все гораздо сложнее переплетено. Я лично всегда за капитализм, я считаю, это самая честная форма существования, даже если ты родился бедняком, ты можешь, значит, взять себя в руки, ты можешь научиться мобилизоваться и вырваться из этого вот рабства, потому что рабство в капитализме тоже существует, социальное рабство, когда ты за копейки должен потратить на дядю. Но из него можно вырваться в капитализме, в отличие от Северной Кореи. В Северной Корее вырваться из рабства можно только под пулями. Другой вопрос, какой ценой можно вырваться из рабства в Южной Корее, за это тоже, конечно, нужно платить, потому что, ну вот по-хорошему, что больше для счастья надо, да? Вот дохера бабла, чтобы жить там, в небоскребе, где-то в центре, на охренительной тачке ездить, чтобы там и так далее. Но при этом въебывать по 13 часов в день и ни хрена не видеть свою семью, ни детей, никого. Или жить, как в Северной Корее, в условиях какой-то иллюзорной стабильности, да, как будто государство тебя чем-то обеспечивает, но в конечном итоге все равно наебывает. В Северной Корее даже, система карточек не работает. Я, конечно, из этих двух вариантов однозначно выберу первый, потому что там хоть как-то можно стать свободным, хоть к концу жизни заработать и иметь право говорить все, что ты хочешь, делать все, что ты хочешь и так далее. В Северной Корее так нельзя, ты можешь добиться свободы, только сбежав оттуда. Поэтому я однозначно выберу первый вариант. Но так хочется, на самом деле, все равно